Приветствую всех на нашем канале Aromas and Flavors. Здесь мы рассказываем о лекарственных растениях и кулинарии. Сегодня хочу рассказать вам о своих наработках, скажем так, о заморозке продуктов. Конечно, вы наверняка мне скажете, но вы живете в Турции, зачем вам замораживать, у вас всегда есть все свежее. Есть, но в зимние месяцы многие продукты имеют такой же пластиковый вкус, как и в наших странах. Поэтому некоторые продукты я замораживаю из соображений вкусовых качеств, а некоторые продукты я замораживаю из соображения экономии времени на самом деле. Я часто замораживаю помидоры, вот так я храню их в пакетах. Я ложу по 2 штучки. Чищу их сначала от кожицы, нарезаю кубиками, потому что в основном в турецкой кухне применяются помидоры либо натертые на терку, либо порезанные кубиками, поэтому мне так удобно. Можно замораживать по одному, ну так, чтобы сразу взяли пакетик и, собственно говоря, положили и готовите. Вот. Я делаю по 2, мне удобно, легко разрезается. Здесь уж как кому удобно, кто-то в пакетах, кто-то в контейнерах замораживает. Но хочу сказать, что в Турции хозяйки замораживают очень много овощей и фруктов на зиму. Это норма здесь, несмотря на то, что все эти овощи и фрукты в принципе можно купить круглогодично. Помидоры – это одна из самых основных, скажем так, овощей, которые присутствуют практически в каждом турецком блюде, поэтому у меня замораживала их и свекровь, я видела среди своих знакомых турчанок, практически все замораживают помидоры в обязательном порядке. Ну, здесь кому как удобно. Кто-то делает кружочками, кто-то натирает сразу на терку, раскладывает по зип-пакетам и хранит в пакетах, кто-то нарезает, как я, и хранит. Это очень удобно. Вы достали и сразу же можете готовить. Размораживать их нет необходимости. Прекрасная вообще альтернатива. Плюс помидоры как бы достаточно хорошо сохраняют свой вкус в заморозке, поэтому очень удобно. Дальше, что замораживаю еще? Это зеленая фасоль. В Турции ее едят очень много тоже. Есть много разных блюд с зеленой фасолью. Вот так она выглядит. Я не замораживаю ее по отдельности. При подготовке я ее очищаю, режу на кусочки, на которые я буду, которыми она будет готовиться. Дальше я ее промываю, обсушиваю, сыпаю по пакетам порционным. Ну, то есть вот это на одно приготовление. И вот так вот прямо в пакетах замораживаю, не трачу время, не раскладываю. Я знаю, что многие раскладывают там на досточку сначала ее, потом уже в пакет. Нет. Я этого не делаю, на досточку раскладываю, честно скажу, только фрукты, когда замораживаю. А с овощами такой проблемы нет, и они не слипаются, очень удобно. Вы достали и сразу можете готовить, вообще без проблем. Еще, что очень удобно в заморозке, это зеленый горошек. Его я обязательно замораживаю, поскольку как бы у нас его все едят, и в Турции он сезонный. То есть зеленый горошек свежий можно купить только вот в сезон. Дальше на рынке его уже не найдешь. Ну, понятно, что в магазине можно купить готовую заморозку, но почему бы не сделать самому, если есть возможность и есть время. Здесь я поступаю точно так же, как с фасолью. Я его чищу, промываю, просушиваю в пакет без отдельных раскладываний на досточку или еще что-то. Видите, оно в пакете достаточно рассыпчатое. Храню я всю свою заморозку в морозильной камере, никаких проблем. По срокам хранения хочу сказать, все эти овощи хранятся максимум 1 год. В среднем лучше хранить не больше 6 месяцев. То есть летом вы заготовили, за зиму вы съели и больше это не храните. Потому что не рекомендуется хранить замороженные овощи больше. Тем более, что у нас, если вы замораживаете дома, это не профессиональная заморозка с очень низкой температурой, с шоковой. Вы замораживаете в обычной морозильной камере, поэтому не стоит хранить дольше. Что еще я замораживаю? Я замораживаю перец. Обычный красный болгарский перец. Этот у меня порезанный сейчас, извините, разверну, на очень мелкие кусочки. Можно порезать крупнее, как вам удобно. Вы достаете и сразу же можете готовить. Вот смотрите, вот такие у меня маленькие кусочки. Отрезайте сколько вам надо, добавляйте. Удобно.
И здесь уже, наверное, даже речь не в том, что, что перец зимой невкусный. Перец зимой здесь имеет нормальный вкус, вот, он продается и всегда доступен. Здесь вопрос в удобстве. Купив сразу, допустим, 1 или 2 килограмма перца, не всегда ты его съедаешь сразу. Поэтому я замораживаю, чтобы он не пропал, и это очень удобно, когда ты готовишь, достал, буквально там 5-7 минут, можно подождать, пока он разморозится, можно не ждать. Я обычно не жду, ну, в зависимости от. Иногда есть блюда, где надо подождать, чтобы он все-таки разморозился. Вот, ну, достаточно 5-7 минут, чтобы оно разморозилось, и вы добавляете в блюдо, готовите, вообще никаких проблем. Что еще я замораживаю? Морковку. Ну, вот сейчас точно вы скажете, ну, нафига морковку замораживать-то? Морковка всегда есть во всех странах, и как бы круглогодично это не проблема. Морковку замораживаю из целей практичности. Я не ем морковку каждый день, мы не готовим борщи и так далее. Естественно, купив килограмм морковки и использовав из нее одну, она остается, гниет, и ты ее выбрасываешь. Поэтому, чтобы этого избежать, после того, как я купила морковку, чаще всего я ее сразу отправляю в комбайн, тру либо на мелкую, либо на крупную терку, ну, тут уже как душе угодно, либо половину так, складываю в пакет и потом по мере необходимости по чуть-чуть добавляю либо в салат, либо в еду, если я готовлю что-то с морковкой. Ну, видите, у меня тут был большой пакетик, по чуть-чуть я добавляла. Что еще удобно в заморозке? Еще в заморозке очень удобны грибы. Опять же, здесь больше практический подход, нежели сохранить их. Грибы продаются здесь всегда, в любое время года, с этим как бы нет проблем, они все выращиваются в теплицах, поэтому они всегда одинакового вкуса, хоть зимой, хоть летом. Вот. Но это очень удобно и практично. Купив килограмм, ну вы же не едите сразу килограмм грибов, правильно? Или там 2 килограмма. Поэтому я обычно нарезаю все, делю на порционные вот такие пакетики и отправляю в морозилку. Очень удобно. Достал, надо половинку отрезал, надо сразу же весь пакет положил. Очень удобно и практично. Что еще хорошо в заморозке? Фасоль. Фасоль. Но не сухая фасоль, а свежая фасоль. В Турции очень любят вот такую вот свежую фасоль. Я ее предварительно не отвариваю. Турчанки многие, я знаю, отваривают предварительно. Вот такая свежая фасоль. Почему ее замораживаю? В сухом виде эта фасоль, во-первых, она очень долго варится. Во-вторых, имеет другой вкус уже после того, как ее высушили. У турков есть блюдо, называется барбуня, готовится из вот этой фасольки. Покажу вам на днях, как это делается. Я ее замораживаю, чтобы готовить именно это блюдо. Это, во-первых. Во-вторых, это очень удобно, совсем другой вкус. И готовится она, вот свежая в замороженное, гораздо быстрее, нежели вы купите такую же сушеную. Плюс вкус у сушеной будет другой. В принципе, любую свежую фасоль, если вы любите, вы легко можете заморозить. И она прекрасно хранится. Принцип такой же, как и у гороха. Вот, то есть вы ее чистите, вы ее моете, сушите и, ну, как бы цельным пакетом вот так я и замораживаю. Фасоль может чуть-чуть скомковаться, в отличие от гороха. Видите, немножко комочки здесь есть. В целом рассыпчатая, сразу же, даже если вы возьмете в руки, сразу она рассыпается. Но фасоль немножечко может комковаться. Но я все равно не раскладываю на отдельную досточку, не трачу на все это время. Все это прекрасно хранится и вот таким вот образом. Что касается заморозки фруктов и ягод. Фрукты, ну, крайне редко я замораживаю. Иногда вишню люблю, но больше замораживаю ягоды. Во-первых, это редкость в Турции. Купить малину – это целая проблема. У нее очень короткий сезон здесь, найти ее можно. Вот, поэтому малину и другие ягоды я замораживаю. Но вот здесь как раз тот случай, когда нужно немножечко потратить время. То есть разложить это все поштучно на досточку, поставить в морозилку, оно замерзнет, вот каждая ягодка отдельно, потом сыпать в пакет. Если сложить все в один пакет, ну, как тот же горох или фасоль, к сожалению, это все будет комком, и вы не получите нормальную ягоду, собственно, зимой. Поэтому я вот таким вот образом замораживаю по кусочкам и храню в морозильной камере.
Вот. Еще из ягод я замораживаю ежевику. Ну, собственно, чего попалось летом, что смогла купить. Не всегда эти ягоды все бывают. Вот, я их замораживаю. С фруктами, ну, как я уже говорила, гораздо меньше. Вот, ну, поскольку фрукты всегда сезонные есть, те или иные на рынке и в магазине. Ну и если уж очень чего-то захотелось, то можно купить готовую заморозку. А вот малину, да, я очень люблю, поэтому замораживаю. Очень вам рекомендую замораживать овощи и ягоды, фрукты на зиму. Это очень удобно. Ну, во-первых, это практично. Вы достали пакет, положили и готовите. Раньше я еще делала готовые уже смеси, там, например, с нарезанной морковки, гороха, других овощей, там, зеленой фасоли, то есть делала такие смеси, ну, как магазинные, по сути, и замораживала вот в таком виде. Потом я все-таки пришла к выводу, что мне гораздо удобнее заморозить все по отдельности, и если я хочу себе смесь, я всегда могу с каждого пакетика чуть-чуть добавить, вот, и таким образом получить набор, который мне нужен. Вот так. Спасибо, что оставались с нами. Спасибо всем за просмотр.